Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике будет обзор компании Merck. Поговорим о деятельности данного актива, сравним с конкурентами, рассмотрим динамику роста финансовых показателей, ознакомимся с прогнозами, оценим перспективы и подведем итоги. Компания Merck – это американская фармацевтическая компания, основана в 1917 году. Она торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером МРК. Не стоит путать данный актив с немецкой компанией Merck. Она торгуется в евро, американские активы которой были конфискованы для создания Merck & Co. в ходе Первой мировой войны. Компания Merck & Co. – это медицинская компания, которая предлагает решения в области здравоохранения с помощью рецептурных лекарств, вакцин, биологических препаратов и продуктов для здоровья животных. Деятельность компании связана с продажей лекарственных средств и включает два операционных сегмента – фармацевтический сегмент и сегмент ветеринарии. Как видно из описания данного актива, компания относится к защитной индустрии. Ее продукция пользуется большим спросом во всем мире. Фармацевтическая промышленность в целом является высококонкурентной и строго регулируется на законодательном уровне. В число конкурентов компании входят другие всемирные исследовательские фармацевтические компании. На деятельность компании может негативно повлиять конкуренция дженериков и биоподобных препаратов, а также технологические достижения конкурентов. Деятельность компании за пределами США осуществляется в основном через дочерние компании. Продажи дочерних компаний за пределами США по всему миру в процентах от общих продаж компании составили 56% в 2020 году. Компания работает в странах Латинской Америки, Ближнем Востоке, Африке, Восточной Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания подвержена ряду рисков, среди которых она зависит от своих патентных прав, и если ее патентные права будут признаны недействительными или будут нарушены, ее бизнес может серьезно пострадать. Ключевые продукты генерируют значительную часть прибыли, и любые события, которые негативно влияют на рынки ее ведущих продуктов, могут оказать существенное неблагоприятное влияние на результаты деятельности и финансовое состояние. Успех компании во многом зависит от успешной разработки и вывода на рынок новых продуктов, которые подвержены значительным рискам. Эти и другие риски, с подробным описанием которых вы можете ознакомиться на сайте Комитета ценных бумаг США sec.gov. Давайте теперь взглянем на график производительности и предположим, что 31 декабря 2015 года было инвестировано $100, и все полученные дивиденды до настоящего времени были реинвестированы в каждую обыкновенную акцию компании, в индекс S&P 500 или в составную группу аналогов из крупных фармацевтических компаний США и Европы, а именно компании AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Novartis, Pfizer и так далее. По графику видно, что за пятилетний рост доходность Merck оказалась ниже значения индекса, но выше среднего значения по группе компаний аналогов. И совокупный среднегодовой темп роста Merck за указанный промежуток времени составил 12%. Давайте теперь поговорим о конкурентах компании. Как было отмечено ранее, компания Merck работает в секторе здравоохранения. В этом секторе она относится к индустрии лекарственных препаратов. Данная индустрия отличается высокой конкуренцией. И давайте разберемся с тем, как чувствует себя компания по отношению к конкурентам. Компания имеет капитализацию в $194 миллиарда и занимает четвертую строчку, уступая Johnson & Johnson, Novartis и Pfizer. Из фармацевтической отрасли, представленных на рынке, 11 компаний имеют капитализацию более $100 миллиардов, что говорит нам об очень конкурентной и плотной отрасли. Давайте взглянем на мультипликаторы и подведем оценку компании по мультипликаторам, которые есть в текущий момент времени. Касаемо мультипликатора P/E, отношение стоимости к акции к ее прибыли, этот коэффициент равен 28. Данная цифра приближена к среднему значению по самой компании за последние 10 лет и для нее самой является в целом нормальным значением, невысоким и недорогим. То есть компания стоит ровно столько, сколько и стоила за последние 10 лет в сопоставимых показателях прибыли, которую она приносила. В разрезе с отраслью данное значение является слегка высоковатым, примерно на 16%. В оценке компании я обычно ставлю плюсик тем компаниям, у которых PE меньше 20, то есть компания Merck по данному значению не проходит. Но стоит внести некоторую ясность, основанную на том, что среднее значение по данной индустрии
выше 20. Посмотрите на данную таблицу и обратите внимание, что первые 10 компаний показывают значение P на E выше 20. То есть однозначного вывода делать по данному показателю не стоит. Важно обратить внимание на другие параметры и на динамику финансовых потоков, устойчивость бизнеса и перспективы. Форвардное значение P на E меньше основного показателя практически в 2,5 раза, что говорит нам о том, что компании ожидают увеличения прибыли в ближайшие 12 месяцев. По данному показателю также у компании с первой десятки ожидается увеличение прибыли на акцию в течение 12 месяцев, у кого-то в большей, а у кого-то в меньшей степени. По показателю P на S, который показывает покрываемость капитализацией и выручкой, в этом отношении он равен 4, то есть за 4 года компания покрывает свою капитализацию выручкой. Данный показатель в настоящее время также средний. За последние 10 лет он находится на одном уровне. Хотелось бы видеть данный показатель несколько ниже текущих отметок. В своих обзорах я обращаю внимание на данный параметр. В моем понимании он должен быть ниже 2. Но стоит внести также поправку на данную индустрию. В том плане, что и у компании Одноклассников данный параметр несколько завышен. И в настоящее время у всех компаний данный показатель выше 2. По показателю отношения цены к ее балансовой стоимости, так называемый параметр Price to Book, он почти равен 8. Данное значение высокое как по отношению к своим историческим значениям, так и по отношению к индустрии, в которой работает данная компания. По показателю цены акции к свободному денежному потоку в своих обзорах я выделяю те компании, у которых данный параметр меньше 20, то есть у компании достаточно свободного денежного потока для развития своей деятельности. На данном слайде сайт Finviz показывает нам значение прочерк, то есть он как бы отрицательный, но на самом деле он положительный и он равен 35, как подсказывает нам сайт GuruFocus. Данное значение по компании Merck высоковатое, как по отношению к своим историческим данным, так и по отношению к своим конкурентам. Компанию можно рассматривать как дивидендный актив. Дивидендная доходность составляет 3,36%, что выше величины инфляции по США. Но в то же время я отмечаю те компании, которые платят более 4% дивидендов, если мы рассматриваем дивидендный актив в чистом виде, или мы должны рассматривать актив с точки зрения стратегии рост плюс дивиденды. На следующих слайдах мы поподробнее остановимся на дивидендной доходности данного актива. Касаемо рентабельности активов, собственного капитала и инвестиций, с этим вопросов не возникает. Они находятся на достаточно высоком уровне. По долговой нагрузке долгосрочные обязательства в настоящее время равны собственному капиталу. Краткосрочные обязательства в 26% больше собственного капитала. Это могут показаться высокими значениями, но нам важно определить, как компания справляется с данной долговой нагрузкой и несут ли такие обязательства негативный сценарий для компании. Давайте разберемся с этим вопросом поподробнее. На данном слайде, если посмотреть на правую верхнюю диаграмму, можно увидеть, как идет прирост долговой нагрузки. В то же время идет уменьшение количества кэша на счетах компании. В настоящее время обязательства больше собственного капитала в 26%, что значительно выше среднего значения по компании за последние 10 лет. В то же время покрываемость процентов по платежам, а именно покрытие операционной прибылью этих обязательств, покрывается в 10 раз, что равно среднему значению по компании и находится на достаточно высоком уровне. И проблем с оплатой данных обязательств компания, можно сказать, не испытывает, так как это комфортный уровень для нее. Касаемо активов, они больше, чем обязательства, но в последнее время прослеживается динамика опережающего роста обязательств по отношению к активам, ввиду того, что за последние 10 лет компания существенно нарастила долговую нагрузку, вследствие чего динамически снижается акционерный капитал. В этом отношении хотелось бы видеть обратную динамику. На данном слайде на левой верхней диаграмме видно, как за последние 5 лет растет выручка, при этом прибыль также увеличивается, за исключением 2020 года. По отношению к 2019 году она снизилась примерно на 30%. По отчету компании причина снижения данного параметра обусловлена негативным влиянием пандемии COVID-19, а именно сокращение доступа к поставщикам медицинских услуг из-за мер социального дистанцирования, что в частности отрицательно сказалось на продажах вакцин. Операционная прибыль также снизилась и оказалась ниже уровня 2018 года. По рентабельностям активов и собственного капитала наблюдается также снижение к 2019 году, но в целом вопросов не возникает, так как они динамически растут и находятся на достаточно высоком уровне. По дивидендной доходности в настоящее время она составляет 3,36%.
процент прибыли, который компания направляет на выплату дивидендов, равна 89%. Средний рост увеличения дивидендов за последние 5 лет составляет порядка 7%. Компания увеличивает дивидендные выплаты на протяжении последних 11 лет. И если компания будет дальше придерживаться такой стратегии увеличения дивидендов, то к 2024 году дивидендная доходность будет составлять чуть более 4%. Касаемо обратного выкупа акций, то компания на протяжении последних 10 лет выкупает свои акции из свободного обращения, что безусловно сказывается на росте ее котировок и проявлении уверенности компании в своем бизнесе. Касаемо денежных средств, полученных от операционной деятельности, в 2020 году получено 10,3 миллиарда долларов по сравнению с 13,4 миллиардами долларов в 2019 году. Денежные средства, полученные от операционной деятельности, для компании являются основным источником средств для финансирования операционных нужд, капитальных затрат, обратного выкупа акций и выплаты дивидендов. Денежные средства, использованные от инвестиционной деятельности, увеличились по сравнению с 2019 годом за счет снижения выручки от продаж ценных бумаг и других инвестиций, более высокими капитальными затратами и более широким использованием денежных средств для приобретения бизнесов, а также частичной компенсации меньших объемов покупок и других вложений. Денежные средства, использованные от финансовой деятельности, составили 2,8 миллиарда долларов по сравнению с 8,9 миллиардами долларов в 2019 году. Более низкое использование денежных средств финансовой деятельности было вызвано главным образом чистым увеличением краткосрочных заимствований в 2020 году, а также снижением покупок своих собственных акций, которые частично компенсировались более высокими дивидендами. Капитальные затраты в 2020 году составили 4,7 миллиарда долларов, и этот параметр динамически растет. Рост капитальных затрат обусловлен увеличением производственных мощностей, покупки новых производственных предприятий. По прогнозам компании, она планирует инвестировать в капитальные затраты более 20 миллиардов долларов в период с 2020 по 2024 год. Свободный денежный поток у компании падает, но есть предпосылки к обратной смене тренда ввиду инвестирования в новые разработки и расширения сферы деятельности. Как следствие, в перспективе данные проекты смогут генерировать прибыль. По результату работ за 2020 год прибыль на акцию составила 2,77 долларов на акцию, что ниже достигнутого показателя прибыли на акцию в 2019 году на 27%. Если брать во внимание трехлетний период времени, то рост прибыли на акцию увеличился в среднем на 47% год к году. По прогнозам аналитиков, в следующие 3 года рост прибыли на акцию составит порядка 40% год к году. По прогнозам самой компании, в 2020 году прибыль на акцию вырастет в 2 раза, или на 102%, с 2,77 долларов на акцию до 5,62 долларов. Выручка в 2021 году по прогнозам компании вырастет на 10%. Также ожидается, что в конце первого полугодия 2021 года компания получит дополнительный доход от запланированного выделения подразделения «Женское здоровье», биосимиляры и известных брендов в новую независимую публично торгуемую компанию Organon. Давайте теперь ознакомимся с прогнозами аналитиков на будущие 12 месяцев. 4 аналитика сделали свой прогноз, 3 из которых выступают за покупку, 1 аналитик за удержание. Средняя консенсус цена составляет 93 доллара за акцию, что выше текущей цены на 19%. Наименьшая цена, по мнению аналитиков, составляет 79 долларов, что примерно равно текущей стоимости за акцию в 78 долларов. Я склоняюсь к мнению, что все-таки компания будет расти, ввиду того, что она активно инвестирует в бизнес, ожидается увеличение капитальных затрат, что в конечном итоге должно сгенерировать прибыль, а также я беру во внимание прогнозы самой компании на 2021 год и тех факторов, которые были озвучены ранее. Теперь давайте взглянем на график и проведем технический анализ. По графику видно, что компания находится в нисходящем боковом движении и тестирует уровни поддержки и сопротивления. Я вынес на график диапазоны цен, по мнению аналитиков. Напомню, что они склоняются к диапазону от 79 до 103 долларов со средней консенсус ценой в 93 доллара. По моему мнению, в настоящий момент компания находится в недооценке. Я считаю, что у нее есть потенциал для роста. Я нанес на график справедливую стоимость в районе от 80 до 85 долларов. Но стоит помнить о рисках, приобретая компанию в настоящее время, ведь не так скоро у нее выходит отчет, который запланирован на 29 апреля.
При позитивном сценарии высока вероятность пробоя уровня сопротивления и уход к справедливым значениям. Всегда стоит помнить о рисках. Данный прогноз и мнение носят субъективный характер и выражает мнение автора канала. Теперь давайте, друзья, подведем итоги. Итоговые параметры я свел в две таблицы. Таблица слева показывает статические показатели в настоящее время. В этом отношении на первый взгляд может показаться, что компания дорогая по мультипликаторам долговой нагрузки. Но стоит брать во внимание индустрию, в которой она работает, и ее прямых конкурентов, в сравнении с которыми компания смотрится уже не такой дорогой, а ее долговая нагрузка в значительной мере покрывается операционной прибылью. Хотелось бы видеть несколько выше показатель свободного денежного потока, но в какой-то степени это является особенностью данных компаний. Компания имеет ростовой потенциал, также выплачивает дивиденды и увеличивает их в среднем на 6% ежегодно. Если эта тенденция сохранится, то через 3 года дивидендная доходность достигнет 4%. Но стоит наблюдать за параметром Payout Ratio, который в настоящее время равен 89%. В правой таблице представлены данные по финансовым потокам динамики. По большинству параметров компания чувствует себя устойчиво, но стоит отметить, что у компании за последние 3 года обязательства растут быстрее, чем активы. Также падает акционерный капитал и снижается свободный денежный поток. В целом считаю, что компания в настоящее время недооценена и имеет потенциал для роста. С учетом дивидендной доходности потенциал для роста может составить от 10 до 15% в год. На этом, друзья, я буду заканчивать данный ролик. Напишите, как вам обзор данной компании. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. А также напишите, какие компании вам интересны в следующих обзорах. Инвестируйте только в понятные компании с устойчивым бизнесом. И в долгосрочной перспективе это окажет положительный результат в вашем портфеле, и вы будете получать удовлетворение от проделанной работы. Спасибо за внимание, друзья. До скорых встреч!